Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие Овны. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется? Что прояснится в феврале? Давайте узнаем. И энергетика февраля месяца, она для вас где-то направляет или может направить вашу активность в сторону личной жизни. Венера в вашем знаке. Не забываем о том, что Уран у нас переходит в самом конце января в прямое директное движение. С одной стороны, вы можете прояснить многие запутанные ситуации, или они будут прояснены даже по причинам от вас независящим, потому что Уран в директном движении как раз может и означать какие-то неожиданности, и здесь у каждого по-своему. Это может быть связано с решениями определенных персон или ключевых, может быть, персон в вашей жизни. Может быть, это и не связано только с личной жизнью, а еще и связано с работой, с трудом. Но в конечном итоге это какой-то общий узор должен у вас сложиться, и вы должны быть счастливы. Вам именно захочется быть счастливым. Вам больше захочется эмпатии, романтики, каких-то добрых энергий, не совсем где-то жестких, настойчивых, а как раз словно душа истосковалась по любви. Вот это может за счет Венеры, вот такая энергетика преобладать для вас в феврале. Но, может быть, и придется решать какие-то вопросы, но тогда самое главное, вы здесь сможете что-то прояснить. Давайте узнаем, что же видят карты. И первая карта у нас будет называться «Что откроется?», «Что прояснится в феврале?». Знаки судьбы. И каковы же эти знаки? Достанем две карты. Это как то, что необходимо знать, или с чего все начинается, или приоритет февраля месяца. Какое дело, событие, в котором вы думали, что поставили точку, а окажется в феврале, что вовсе и не точка, а запятая, а то и многоточие. И какие возможности придут на ваш порог? События, по сути дела. Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете? Что для вас важно знать? И вот это важно знать. Мы достанем три дополнительные карты. Первая карта у нас будет символизировать энергию дома, дела домашние, энергия любви, личной жизни, энергия денег и ваших достижений. И что вам помогает, как карта совет, мы достанем в самом конце. Давайте раскроем. И каковы же знаки судьбы? Это у нас вторая карта. И что откроется? Давайте откроем сразу две. Шестерка жезлов. Вот нам сразу говорят, знак судьбы – победа. Значит, вы можете одержать победу. Конечно, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Но для кого-то это может быть как соглашение, важные контракты. Мы можем пересматривать брачные контракты или заключать брачные контракты по Венере в вашем знаке. Вы как раз будете подводить к какому-то для вас приемлемому знаменателю ваши отношения. И для кого-то может быть победа, когда вы прежде друг друга не поняли, а здесь вы проясните для себя абсолютно точно какую-то ситуацию или путаницу в ваших отношениях. Так что же тогда откроется? Ну, одна карта другую дополняет. Это правда влюбленная тема номер один в феврале месяце. Это ваша любовь, это ваша личная жизнь, тема взаимоотношениях. Но это еще и старший аркан. И поэтому это тема выбора. Может быть, тема выбора присутствует, если, допустим, у вас был не один партнер, а двое. Или когда одна история у вас уже закончилась, или остались какие-то нюансы по части, может быть, вы были в браке, до конца еще не решен вопрос в плане оформления юридического вашего расставания. У кого-то такое тоже может проиграться. Но все равно уже вы смотрите в будущее. Здесь нет топтания на месте или нет того, что вы не знаете, как поступить по какому-то вопросу. Действительно, сама по себе определенность приходит. Потому что если какой-то союз не сложился, то здесь вы не будете сомневаться. Или где-то пытаться там анализировать в самом себе. Может быть, я в чем-то был неправ.
Здесь вы примете, может быть, и свои ошибки совершенно спокойно, но чем быстрее вы для себя где-то с большим милосердием к собственной душе расставите все по местам, тем быстрее, по сути дела, эта победа и произойдет. Может быть, для кого-то из вас я могу допустить аркан влюбленный, если мы говорим выбор, и с учетом планетарных транзитов может вернуться человек в вашу жизнь. Может быть, это у кого-то и по части работы, все-таки я это тоже допускаю, может быть, как компаньон по бизнесу, или какие-то прежние контакты к вам тоже могут вернуться, могут и с новыми предложениями прежние контакты возвращаться, и тут в разных сферах жизни. Для кого-то из вас вам придется именно определяться или адаптироваться в зависимости от той обстановки, которая у вас сложилась. Есть все же этот выбор, но вы его абсолютно точно можете сделать. Активная карта, которая говорит о том, что какая-то разрозненность, путаница, двойственность, качелеобразные отношения, или переложите на любую сферу жизни, когда тоже была не прояснена какая-то окончательная ситуация, и вот здесь теперь все вы расставляете по местам. По сути дела, знаки судьбы таковы, что может проявиться как и человек по отношению к вам. И вам где-то, тогда карта говорит, если у вас это откликается в вашей душе, или этот партнер для вас важен, неважно, в личной жизни или это где-то через труд, через работу к вам приходит, я больше вижу, что есть партнерские отношения, которые следует продолжать. Или это вы сами инициируете какую-то прежнюю историю, потому что приходите к выводу, да, я тоже был в чем-то неправ или не права. И если тогда партнер, опять же, откликается, здесь можно построить как с чистого листа совершенно какую-то новую концепцию счастья, мои дорогие. Написать с чистого листа новую главу в вашей жизни. Здесь, правда, определение и победа, и, в общем-то, мне нечего добавить. Знаки судьбы, Овен, ты победитель. Вот чего-то не упусти. Но да, вот это что-то не упустить будет зависеть от вашего выбора. Давайте мы узнаем, какое дело событие, в котором вы думали, что поставили точку, а оказалось запятая или многоточие. 4 мечей. Это карта паузы. Эта карта может быть необходимой паузы, когда мы приводили мысли в порядок, или когда мы можем проанализировать наши действия, шаги и прийти к выводу, что правда, в чем-то мы не были правы. Или мы не были правы именно потому, что, может быть, вы идеализировали отношения, или идеализировали себя самих. Или идеализировали какую-то внешнюю ситуацию и думали, что она вот-вот завершится. Вот нет, здесь по 4 мечей мы именно приводим мысли в порядок, потому что мы понимаем, есть та концепция, которая не может быть продолжена, или мы не хотим это продолжать, и мы готовы отказаться от этого, потому что нам это уже где-то мешает. И вот эта высвобожденная энергия, которую мы направим в последующем на то, что продолжено должно быть, это для нас и означает, как и выбор, или какую-то, может быть, прежнюю заминку, которая сложилась по разным причинам, мы тоже можем завершить и как налегке пойти в каком-то новом направлении. Пауза сама по себе тоже может закончиться, потому что вы можете инициировать, как я уже по предыдущим картам сказала, какие-то отношения. Или когда было недопонимание с вашим партнером. Здесь вы можете совершить важный разговор. Мне нечего добавить, достаточно мелкая карта. Давайте я из другой колоды карт немножко проясню, какое же дело события, в котором вы поставили точку, а оказалось запятая или многоточие. Чего это может касаться? Верховная жрица. Здесь вы вообще это та, которая все знает. Это карта нашей интуиции или карта независимого человека. Но какие-то размышления, они определенно точно у вас словно совпадают. Вы можете прийти к выводу, что я прежде не прислушивался или не прислушалась к интуиции, а ведь правда шестое чувство мне дает правильные подсказки. Что же это еще может быть? Тут именно, как знаете, как какая-то
как назовите это, как правда открылась или как откровение какое-то к вам пришло. Может быть, внутренний инсайт. Это то, о чем вы раньше думали, а теперь это проявляется именно во внешних событиях. Что же это может быть еще? Гармоничная перемена. Тут, правда, все то, что я долго говорила до этой карты. В этой колоде карт немножко другая трактовка. И она очень... Мне нравится эта колода тем, что как раз совпадают эти значения с герметической колодой Таро. Но она достаточно сложная, я на ней не делаю расклады только для себя. Но вот гармоничные перемены, мои дорогие, слушайте свою интуицию. И если вам кажется, что нужно поступить таким образом, каким-то, да, пусть это будет направлено в отношении конкретного человека, или это будут шаги по части вашего бизнеса, работы, мои дорогие, вам это не кажется. Здесь именно вам ваша душа дает правильные подсказки. Рачительность. Работай, у тебя все получится. И я должна сказать, что над отношениями тоже нужно работать. Это не то, что развивается само по себе. Если мы перестанем что-то контролировать, все пойдет наперекосяк. Нам приходится, где-то уживаться, может быть, не самое приятное слово, но на самом-то деле в нашей реальной жизни это так и обстоит, потому что встречаются два совершенно разных человека. Еще более сложно, когда два сильных человека или два самодостаточных, кстати, независимых человека. Вот у кого-то подобная история может проиграться. С простыми людьми вам может быть неинтересно, мои дорогие овны, а со сложными не бывает как раз просто. И тогда вот в этом сложно, или в этих сложностях нужно для себя все равно сохранять что-то положительное или работать над отношениями в том плане, чтобы пытаться понять друг друга. Здесь именно продолжение какое-то и гармоничная перемена. Я так вижу по части отношений или у кого-то конкретно денег. С учетом Урана могут проиграться, кстати, вопросы, связанные с недвижимостью. И тогда для кого-то из вас, как помощь, может быть, даже человека, который способствует, чтобы вы прояснили для себя вопрос вашего места пребывания. Определенно точно есть какая-то персона, которая вам может помочь, или, я бы сказала, с которой вы должны продолжать свои контакты. У кого-то это будет по части любви, у кого-то, скажу прямо, это просто выгода или какой-то взаимный интерес. Но так или иначе нам все карты говорят: приведи мысли в порядок и что-то от чего-то не откажись. Потому что именно какие-то контакты с конкретным человеком и будут означать для вас гармоничные перемены. И даже если мы говорим по Верховной Жрице как олицетворение независимости, независимый человек, все же великое благо, когда есть и люди, которые могут нам прийти на помощь или даже дать какой-то добрый, ценный совет, как разрулить тот или иной вопрос. Но от нас не столько настойчивость или желание поступить как-то по-своему, а когда мы себе все же не мешаем. Что-то должно быть однозначно продолжено в вашей жизни. Хорошо, давайте откроем следующую карту. Какие же возможности придут на ваш порог? Шестерка мечей. Любая 6 – это опять же победа. И для кого-то из вас это будет означать даже по работе какое-то новое, как построение карьеры или новый взгляд, свежий взгляд на какую-то прежнюю проблему по части бизнеса, личного, творчества. Или когда вы как самодостаточные свои амбициозные планы поставите на первое место. Для кого-то из вас это будет конкретно, какие возможности придут на ваш порог. Возможность переезда, возможность смены работы, возможность смены сферы деятельности. Для кого-то из вас новые контакты или контакты по-новому, в новом ключе. Ведь это карта заслуженного успеха, мои дорогие. Это тот успех, который придет через какое-то время, а вот теперь мы делаем первые шаги. И очень символично, потому что предыдущая карта и все то, что я сказала, она как раз предвосхищает вот этот успех или те контакты, которые должны быть продолжены, потому что
Ну, говорят, один в поле не воин. Видимо, для вас, мои дорогие овны, на 2025 год будет очень важно, ну, где-то профильтровать свой социум или окружить себя более надежными людьми. И в этой колоде карт, обратите внимание, шестерка мечей. Трое, словно отправились куда-то. Поэтому продолжение следует, а следом за этим продолжением придет и победа. Для кого-то из вас какие возможности придут на ваш порог? Возможности изучения каких-то новых наук или... Пусть это наука не глобальное что-то, когда мы садимся за парту. Может быть, это курсы. Кто-то будет приобретать скиллы, навыки, осваивать работу в интернет. Очень часто, кстати, по шестерке мечей. Или когда через интернет мы становимся более популярными, например. Для кого-то из вас IT-технология. Или, может быть, как новое направление – тоже связано с цифровыми технологиями, но это вам дает возможность работать из любой точки мира. Есть в этой карте как и переезд, как и перемещение, как и новые виды деятельности. Очень много значений идет по шестерке мечей, но это все то, что в последующем нам приносит успех. Может быть, поэтому восьмерка пентаклей говорила, есть какая-то задача, тема или отношения, которые вы точно должны сохранять и продолжать. Для вас это как своеобразное окно в будущее. Давайте мы узнаем, какая тайна откроется или какую тайну вы узнаете. Какую правду вы узнаете? Король Пентаклей. Вы знаете, тут не совсем какая-то скрытность идет по этой карте. Король Пентаклей – это тот, кто уверенно стоит на земле. Который не надеется, кстати, на призрачную удачу, он надеется сам на себя, он много работает. Чаще у этих людей нет проблем с деньгами, они правильно умеют ими распорядиться, они удачливы в бизнесе, в общем, это статусная карта. Для кого-то это будет означать ваш партнер по личной жизни, может быть, новый партнер или тот, который имеется. Часто супруги проходят. Для кого-то карта будет как раз и говорить о том, что какую тайну вы узнаете. Может быть, вам сделают предложение, мои дорогие овны, или предложение руки и сердца. Или вы договоритесь теперь вместе проживать. Может быть, и вы будете кому-то делать предложение вверху, аркан влюбленный. Тема личной жизни, тема дома, тема ваших домочадцев или конкретно место проживания, что тоже может быть. Здесь может быть сопряжено с получением каких-то документов или оформлением каких-либо документов, но старт берет контакты или берут контакты с конкретным человеком. Здесь есть опять же человек, на которого вы можете положиться от начала до конца, который где-то вам может помочь, ну, как и буквально, может быть, финансами, если мы отойдем все-таки от концепции личной жизни, потому что по этой карте идут лица, которые занимают определенный или имеют вес в обществе. Иногда проходят как банкиры, например, и ваши контакты, может быть, с банками по получению кредитов или, наоборот, закрытию кредитов, какая-то финансовая концепция. Какую тайну вы узнаете? Ну, вы здесь больше проясните для себя что-то, нежели был какой-то обман, и вдруг он скрывается. Нет, король Пентаклей – это совсем не тот, кто обманывает. Или энергетика этой карты, она больше как раз, ну, предрасполагает надежность и уверенность, мои дорогие. Поэтому, может быть, как тайна или правда, вы в человеке сомневались, а здесь вы поймете, что да нет. Это было напрасно. Вот, скорее всего, какая-то метаморфоза, мои дорогие, она в вас самих происходит. Какое дело, событие, в котором вы думали, поставили точку, а оказалось многоточие или запятая. Вы могли сомневаться по человеку. Или вы где-то ожидали подвох. А здесь человек для вас откроется с очень положительной стороны. Я, по крайней мере, вижу так. Давайте узнаем, что для вас важно знать. И центральная карта, восьмерка жезлов. И мы раскроем сейчас по остальным энергиям. Посмотрите, какая-то история ускоряется. Или, может быть, вы делаете выборы, словно само пространство, Вселенная, как будто только и ждало вашего важного решения. Оно спешит откликнуться какой-то победой. Здесь и конкретный человек на ваше предложение может откликнуться. Так, еще, если мы говорим жезлы, дела, работа, бизнес –
и деньги где-то, могут ускориться решение каких-то вопросов по части документов или переезда, или изучения чего-либо. Оформления какие-то тоже могут у вас ускориться по 8 жезлов. В целом вы набираете темп. Вот это важно знать. Это где-то карта еще символизирует своеобразную трансформацию. И очень символично, что выбор идет, победа, которая тоже ведет к каким-то новым событиям или к новым возможностям вашей жизни. Вот теперь давайте откроем. Энергия дома. 5 жезлов. Интересно очень в этой колоде. 5 жезлов – это информационный хаос, я всегда говорю. То есть и тут нам показано, прорисовано как раз вот это значение очень хорошо. Как будто спорят 5 ведьмочек. Что делать, как варить это зелье, что добавлять. Нет какого-то согласия пока. И информационный хаос, если мы говорим, перепроверяйте информацию. Может быть, вы ищете как раз, куда я собираюсь переехать, или решаете какие-то вопросы по части, даже, к примеру, взятия кредитов. Вы хотите решить свой жилищный вопрос. Ну, значит, тогда вам нужно что-то просчитать наверняка. Тут будет важно не поддаться на первую услышанную новость, а именно ее перепроверить. Может быть, вы сами где-то собираете информацию, пытаетесь прояснить для себя какой-то вопрос. И здесь будет важно не замечтаться. Вот есть еще и какая-то конкретика. Поэтому, может быть, карта будет говорить еще и о том, что вот этот король Пентаклей – это очень ценный человек и советчик, который как раз в этом информационном хаосе по вопросам энергии дома может все расставить по местам или буквально вам помочь с чем-то определиться. Энергия любви. Знаете, мои дорогие, овны, карта мага. Вам захочется быть так немножко магами, волшебниками в том плане, может быть, проманипулировать. Вообще же карта говорит о вашей сильной позиции. Все стихии в руках, и как ты захочешь, так ты и можешь сейчас направить свою жизненную историю или колесо своей судьбы именно в том направлении, чтобы начали сбываться твои мечты. Причем не на какой-то короткий отрезок времени, не какая-то только однократная победа, а та, которая с продолжением, которая следует, с последующим успехом. Мне нечего, конечно, добавить. Сильная позиция, когда будет важно, с одной стороны, по максимуму использовать вот этот период февраля или доброй энергии, когда вы можете как раз прочувствовать, что пространство мне сейчас во многих вопросах приходит либо на помощь, или какие-то неслучайные случайности могут, с учетом урана у вас, кстати, происходить. Здесь может быть как помощь человека вам конкретно, или вы можете какую-то запутанную ситуацию тоже разрулить. Для вас нет ничего невозможного. Но это еще карта старшего аркана, и она будет оказывать на все сферы жизни свое влияние. Здесь, правда, у вас сильная позиция, и есть возможности для себя, ну, как-то выровнять или изменить свою жизнь, вывести себя самого из какой-то путаницы или двойственной ситуации, определиться иными словами. Достижения и ваши деньги. 5 мечей, первого победа. Может быть, посмотрите, выпадает карта мага, а по сторонам у нас 2 пятерки. Пятерка – это всегда недостаток. Поэтому энергия любви вам буквально помогает решить, как и вопросы денег конкретно, или вы сумеете провести в более каких-то добрых, дипломатичных энергиях важные согласования, которые будут касаться вашего жилища и еще и работы. Может быть, и придется где-то манипулировать, но это не жесткая манипуляция, а скорее, когда мы понимаем, что жизнь не оставляет возможностей иных. Все же карта мага говорит нам о чем? Маг действует очень аккуратно, осторожно. И если он и манипулирует, то люди об этом не догадываются. Они уверены, что сами пришли к этому решению. Но, видимо, сложные какие-то ситуации у вас могли сложиться, как и по части дома
или недвижимости, или места вашего пребывания, так и для кого-то непроясненная ситуация по части денег или вашей работы или достижений. И, как я сказала, карта мага будет оказывать влияние на все сферы жизни. Возможно, это то, чему нужно как раз уделить внимание в феврале, мои дорогие овны. Мы ведь спросили знаки судьбы, что откроется, что прояснится. Ваша сила, она идет именно через лояльность, через нормализацию, может быть, собственного душевного комфорта. И тогда для вас все остальное прикладывается к этому или становится по своим местам. Или вы делаете важный выбор. И от этого тоже разбираются все остальные сферы жизни, в которых была путаница. Давайте мы откроем, что же вам помогает, и карта совет. Рыцарь мечей. По этой карте мы должны видеть правду и ничего, кроме правды. Это правда. Более такие холодные, рациональные энергии, но у вас тоже выпала карта мага. И это мы, как, например, вы имеете намерение или поставили перед собой цель что-то осуществить. Тогда по рыцарю мечей мы должны принять во внимание, что мы это должны, обязаны согласовать с законом. Нам буквально будет помогать закон, если мы следуем букве закона. Если мы говорим совет, то тогда нам придется действительно что-то передумать, может быть, от чего-то и отказаться. Могут быть, несмотря на, казалось бы, приятные, добрые энергии по части личной жизни, могут быть и вопросы о хлебе насущном, которые там вам эмоции могут помешать. И, возможно, тогда карта мага и говорит, что тебе придется, Овен, переключаться между вопросами эмпатии, любви, радости, чувственности и хладнокровия, которое совершенно необходимо тебе будет для того, чтобы решить вопросы денег, работы, энергия ваших достижений и денег. Она требует, чтобы мы были, с одной стороны, реалистами и где-то не вступили в какой-то конфликт. Иначе этот конфликт может для нас тоже означать какую-то неожиданность. Давайте вот я теперь раскрою. Что же по части энергии ваших достижений? Пятерка мечей. Нам снова говорят о восьмерке жезлов и о том, что все трансформируется, мои дорогие, все ускоряется. Поэтому, как только Овен сделал выбор, ускоряется вот шестерка мечей, и ваши планы, ваши последующие честолюбивые какие-то амбициозные намерения и цели, вы видите с новой энергетикой весь мир вокруг вас. Вы расширяете как и горизонты возможностей, так и, может быть, для кого-то из вас кругозор расширяется буквально, потому что будет связано с переездом куда-то далеко. Давайте мы узнаем, что же по энергии дома нам дополнят карты. Материальное счастье. Значит, какую-то непонятную ситуацию, когда был какой-то спор или какая-то информация, как мы уже сказали, приходит на ваш порог. Вам нужно прояснить, перепроверить, и в конечном итоге вы, карта мага, вы найдете то направление, где находится ваше материальное счастье. Может быть, у кого-то это будет связано с закрытием кредитов, кстати, или наоборот, когда вы... Я вот здесь вижу явные перемены в вашем доме, мои дорогие. Может быть, они у кого-то и связаны, что вы находитесь даже в другой местности. Или я допускаю, что не все, конечно, оставили свои дома и куда-то отправились. Но, может быть, в феврале будут такие энергии, когда либо вам придется что-то оформлять, или банально делать свое жилье более комфортным, или с учетом девятки кубков, это карта самодостаточности, когда переводить в более добрые энергии, с учетом карты, опять же, мага, которая говорит нам о том, что личная тема, она на первом плане. И тогда все то, что касается энергии дома, из хаоса превращается не просто в порядок, а в карта процветания и изобилия. А по вашим личным достижениям из какого-то, может быть, конфликта вы найдете выход, и кардинально изменится ваша ситуация. Быть более лояльным и дипломатом вам придется. Дипломатия – это первое, чем владеет маг. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Непростой февраль месяц, это правда. И
сложные карты, они несколько противоположные, но, видимо, какую-то стратегию вам предлагают рассмотреть карты именно для того, чтобы на кону ваше счастье, ваш успех, ваше благополучие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.